Привет, я Фиксон. 2 года назад на моем канале выходило несколько видео по карте Captive Minecraft. Смотря эти видео сейчас, да. Поэтому я тут, чтобы исправить это. Зайдя в мир, я сразу же случайно выполнил достижение, связанное с открытием инвентаря, и получил доступ к дереву. Срубив бревно, выдалась соответствующая ачивка. Следующую ачивку дали за создание верстака и деревянной кирки. Вслед за этим я начал копать шахту и скрафтил каменную кирку. Зона расширилась до ближайшего сундука с лутом. После этого я дальше пошел копать шахту, но вернулся, чтобы выполнить сразу 3 достижения, за которые на моей территории появились животные. Вернувшись к копанию, наткнулся на пещеру, где смог выполнить еще одно достижение. Заодно добыл угля. Прокопавшись еще ниже, я встретил еще одну пещеру, которая была полна разных мобов. Попытки осторожно убить криперов привели к этому. Возвращаясь к месту смерти, я понял, что не заметил залежи железа под водой. Куй железа пока что. Барьер продвинулся к еще одному сундуку с очень специфичным лутом. На найденное железо я сделал ведро, забрал воду и сделал маленькую ферму. Дальше пошли многократные попытки выкурить мобов с пещеры и осветить ее. В конце концов, там не осталось монстров. Копая еще ниже, наткнулся на мини-стронгхолд с порталом Вент, но дойти к нему я пока не мог. Добывая дерево на поверхности, случайно обнаружил, что в небе есть какой-то летающий остров. Но откуда ни возьмись, ударила молния и появились скелеты-наездники. Главной проблемой при сражении с ними было то, что они могли пересекать барьер. Но я смог с ними разобраться и даже выбил какой-никакой шлем. А благодаря выбитым костям взрастил свои посевы, сделал загон с коровами и размножил их. Но при попытке выбить кожу для ачивки мне не повезло. Накопав блоков, я решил подняться на летающий остров. А при подъеме обнаружил еще один остров, на котором были сундуки. Приблизившись к изначальному острову, там заспавнился газ. Оказалось, что лут мне еще недоступен. Поэтому я решил оперативно слезть, исполнив прыжок веры. Далее я скрафтил удочку, выловил рыбу и пожарил ее, получив очередное достижение. За ачивку появилась еще одна корова, на этот раз кожа выпала. А вот и первые алмазы и соответствующая ачивка. Сделал из алмазов что-нибудь полезное. Я сказал полезное. Другое дело. Теперь я могу добыть обсидиан и построить портал в Незер. На этот раз мне дали достижение вернуть отправителю. Но посмотрев вдаль, я обнаружил силуэт Фортресса. И тогда начал надеяться, что это всего лишь шутка разработчика карты, ведь до него 200 блоков. Но сейчас не до этого. Поэтому я решил подняться на необследованный остров и спустить с него воду для дальнейших подъемов. Таким же образом залез на адский остров и нашел лут. Дальше я решил выполнить ачивку, в которой нужно было проехать километр на железной дороге. Готово. На очереди достижение снайперская дуэль. Нашел скелета, вытащил из шахты, закрыл, поднялся на 50 блоков и стрельнул. Но почему-то не засчитало. Поискав информацию в вики, оказалось, что 50 блоков должно быть по горизонтали, что на моей территории пока что невозможно. Тогда единственным достижением, которое я мог выполнить, осталось орел свиньи не товарищ.
И мне пришлось прибегнуть к помощи интернета, чтобы понять, как его выполнить. Оказалось, что если тут прокопаться, то можно найти спавник, в сундуке которого и было нужное седло. Единственная проблема была в том, что у меня кончились нитки для удочки, поэтому я построил специальную темную комнату для спавна мобов. И несколько попыток спустя пауки так и заспавнились. Осталось только сделать удочку, построить возвышение и готово. Благодаря этому мне стал доступен сундук с весьма неплохим лутом. На том же острове оказалось большое количество алмазов и изумрудов. Из того же интернета я узнал, что над сундуком на Адском острове есть еще одна нычка, содержавшая яблоко ночи. Съев его, получил еще одно достижение и решил тут же пойти исследовать ад, пока у меня была огнеупорность. Копаясь вниз, обнаружил прослойку в виде лавового озера и нырнул туда. Плывя по лаве, был обнаружен спавнер блейзов, который я огородил блоками, а после всего одной смерти пошли многочисленные попытки добраться заново до спавнера, так как из-за бага свинозомби не переставали на меня агриться. Но все же я смог выбить стержень и благодаря нему сделать зельеварку. Для следующей ачивки нужно было кинуть алмаз кому-нибудь. Просто выкинуть себе или дропнуть через выбрасыватель не помогло, поэтому пришлось зайти с альт-аккаунта и вручить ему алмаз. Теперь мне открылся тростник, открывающий еще несколько крафтов, например, торт, стол зачарований и книжный шкаф. Теперь у меня было все, чтобы наконец пойти в энд. По минимуму зачаровываю оружие и отправляюсь. Оказалось, что в энде тоже была граница, но при этом главный остров был за ней. А это значило, что здесь нельзя было ломать или ставить блоки, поэтому к некоторым столбам вели уже готовые лестницы. Попытавшись выполнить ватердроп, я умер, а вернувшись заметил, что здоровье у дракона было полным. Это значило, что умирать мне нельзя, ибо придется все делать заново. Окончательно разбив все кристаллы, я начал бить дракона. Из-за бага при наведении на его голову текстура становилась невидимой, но это мне не помешало. И наконец, дракон побежден. Я считаю это победой. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также подпишитесь на канал в Телеграме. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в следующем.